Где искать продающиеся готовые бизнесы в Соединенных Штатах? Продающийся готовый бизнес в Штатах – это зачастую неприбыльный и проблемный бизнес, как и в России или в Америке другая ситуация. Когда мы сравниваем Америку и когда мы сравниваем у нас, я не знаю, где у нас, или там в России, например, то мы имеем дело с каким-то, как нам кажется, похожим явлением, которое называется бизнес. То есть и там бизнес, и здесь бизнес, но мы зачастую забываем, что мы имеем дело с совершенно разными мирами. Это вот как абсолютно разные миры. Они настолько разные, что их невозможно сравнивать. Во-первых, объем экономики. Понимаете, то есть объем экономики совершенно другой. Это абсолютно другой уровень. Это экономика, которая в 10 раз больше. Каждый из отдельных штатов, Соединенных Штатов, это уже большая экономика. Это, как я своим друзьям рассказываю, что, ребят, смотрите, если бы, например, штат Флорида, который не является штатом номер 1 в США, он является штатом номер 3. Первый – это Калифорния, второй – это Тексас, Техас, третье, по-моему, Нью-Йорк или Флорида, или Нью-Йорк. И вот если бы Флорида была отдельной страной, то по ВВП в списке стран мира она была бы там на 16-м, по-моему, месте. То есть она входила бы в 20 самых крупных по экономике стран мира, если бы Флорида была отдельной страной. Потому что очень часто такое представление о Флориде, что это какие-то пляжи, аллигаторы и все такое прочее, отели, туристический бизнес. На самом деле это не так. Это очень большая страна. Ладно. При этом, смотрите, во-первых, американская экономика колоссально больше, чем экономика любой из постсоветских стран. Во-вторых, если мы возьмем экономику Соединенных Штатов, то в районе где-то 80% всех рабочих мест – это рабочие места, созданные малым, средним, малым бизнесом. И, соответственно, количество небольших предприятий, оно просто колоссальное. Плюс неплохо бы принять во внимание такой факт, что малый бизнес начал невероятными темпами развиваться после Второй мировой войны. И в 60-е, 70-е годы было создано невероятное количество малых и средних бизнесов. И сегодня есть такая интересная штука, что это поколение бэби-бумеров создавало эти бизнесы. Это ребята, которым там 65. И сегодня каждый день в Америке уходит на пенсию больше 1000 бэби-бумеров в день. И большой процент из них – это владельцы бизнесов. То есть на сегодняшний день, скажем, как минимум 1000 компаний в Соединенных Штатах. Это компании, с которым 10, 20, 30 лет. То есть владельцы продают бизнесы просто по той причине, что они хотят уйти на пенсию. Они уже слишком старенькие, чтобы тащить этот бизнес. Большая часть бизнесов, которые продаются, это, конечно, бизнесы, которые созданы владельцем, которые управляются владельцем бизнеса, которые имеют хорошую историю, обычно довольно хороший доход, который приносит владельцу скажем так, от 300 до 700 тысяч долларов в год. Я говорю сейчас о средних цифрах, о самом большом количестве этих бизнесов. Это бизнесы, в которых работает 10-20 человек. Соответственно, от 300 до 700 тысяч долларов в год они приносят владельцу. Что еще хорошего, это то, что эти бизнесы продаются относительно недорого. То есть, если не принимать во внимание стоимость недвижки и оборудования, то сама стоимость такой компании, как бизнеса, она варьируется в районе от 2 до 3 годовых доходов владельца. Это так называемый показатель SDE. Это, в общем, прибыль компании, прибыль бизнеса, плюс все, что получил владелец в виде заработной платы, плюс все, что он из своих личных расходов положил на расходы бизнеса. Такая вот синтетическая цифра прибыли, которую получает владелец этого бизнеса. И представьте себе, таких компаний на рынок выходит 1000 в день. То есть дней у нас много в году, это сотни тысяч компаний, которые каждый год выходят на рынок с целью продажи. И этот тренд, он давно уже начался, наверное, лет 10 назад, и он продолжает набирать обороты. Поэтому на рынке Соединенных Штатов огромное количество компаний, прибыльных компаний, причем прибыльных не в последний год, а прибыльных на протяжении 20 лет.
некоторые из них быстрее растут, некоторые из них медленнее растут, некоторые из них не растут. Причем в самых разных сферах. Это и сфера общественного питания, и профессиональных услуг, и ремонт, и строительство, изготовление, производство и так далее. Самые разные сферы. И с моей точки зрения приобретение такого бизнеса является необычайно выгодным вложением, потому что, знаете, вот приехать в другую страну, если вы приезжаете из Украины, например, из Грузии, из Азербайджана, вы приезжаете в другую страну совершенно другой культурой, а Соединенные Штаты — это страна с абсолютно другой культурой, и у вас уйдут годы, чтобы понять, как здесь делать бизнес. У вас действительно уйдут годы, чтобы понять менталитет, понять потребителя и так далее. И с моей точки зрения, это очень неплохой вариант, когда вы имеете возможность соответственно, в районе $1,5 миллиона вы можете купить компанию, которая имеет уже хорошую клиентуру, которая ежегодно, год от года приносит хорошие деньги, компанию, которую, естественно, можно и нужно развивать, потому что обычно эти бизнесы, они не очень хороши, когда дело доходит до цифрового маркетинга, автоматизации. Эти бизнесы все расширяемые, потому что они не очень хороши с точки зрения менеджмента, ведь владелец сам управлял этим бизнесом на протяжении 10, 20, 30 лет. Но они очень хороши с точки зрения технических процессов. Они очень хорошо, естественно, адаптированы и созданы под местное потребление. И они очень хорошо сбалансированы с точки зрения доходов, расходов, прибыли и убытков. То есть, с моей точки зрения, это намного дешевле, чем делать такой же бизнес или подобный бизнес с нуля. То есть, если ты хочешь быстро начать бизнес, быстро погрузиться в бизнес-среду, быстро начать зарабатывать, не делая каких-то глупых, совершенно диких ошибок, то, с моей точки зрения, это очень хороший вариант. При этом особенность Соединенных Штатов в том, что, имея местного партнера, вы всегда можете использовать даже финансирование от финансовых организаций на приобретение такого бизнеса. Покупка-продажа бизнеса в Штатах, она финансируется не хуже, чем покупка-продажа, скажем, недвижимости в других странах. То есть это считается такой же твердой штукой, поэтому, например, так как я являюсь американским резидентом уже много лет, у меня хорошая кредитная история, я могу, например, купить такую компанию, внеся 10% стоимости этой компании просто своими наличными средствами. Вот если она стоит $1,5 миллиона, то есть, соответственно, $300 тысяч мне нужно внести наличными, а все остальное меня совершенно под умеренные проценты прокредитует банк. Для этого есть специальные программы, то есть есть масса возможностей. А если этот бизнес, например, он еще имеет большую дебиторку, то, соответственно, можно еще взять деньги под эту дебиторку. Если этот бизнес имеет оборудование, какие-то машины, инструменты, то, основываясь на их амортизационной стоимости, можно еще получить финансирование. Если этот бизнес требует оборотные средства, то и под это можно получить финансирование. Особенность приобретения бизнеса в США заключается в том, что у нас в Америке финансовые организации специализируются на разных продуктах. Поэтому, когда ты, например, такой бизнес покупаешь, то ты можешь в одной организации финансовой получить финансирование самого приобретения бизнеса, в другой, которая специализируется на кредитах под дебиторку, ты можешь получить финансирование под дебиторку, в третьей, который специализируется на оборудовании и так далее, у них получить кредитование под оборудование. Ну и если у этого бизнеса есть еще и недвижка, соответственно, это отдельно, но с недвижкой это обычные механизмы, в общем-то, работы с недвижкой, здесь ничего необычного нет. Поэтому я могу сказать так, что всем своим друзьям, знакомым, которые хотят быстро начать бизнес в Штатах, я рекомендую покупать готовые бизнесы. И я не могу сказать, что это очень легкая задача купить готовый бизнес. Для этого нужно, конечно, понимать цифры, уметь анализировать баланс, P&L, сделать то, что называется due diligence этого бизнеса с разных точек зрения, с точки зрения финансовой, юридической. Но это абсолютно такая, знаете, рутинная, обычная работа. Особенно, если вы имеете партнера, который разбирается в бизнесе в Соединенных Штатах, поможет вам выстроить стратегию. Это абсолютно реальный сценарий, и я скажу, что это классный сценарий, потому что он
экономит много-много времени, много-много сил. Да, вы, можно сказать, вы за деньги покупаете время. Ну и плюс еще часто это тоже важный аспект для тех, кто эмигрирует, делает бизнес-эмиграцию. Конечно, приобретение такого бизнеса позволяет еще и получить там грин-карту, то есть получить вид на жительство в Соединенных Штатах, потому что обычно, я не буду сейчас вдаваться в подробности, там какие категории там и все такое, но здесь принцип очень простой. Если вы владеете или управляете бизнесом, который создает рабочие места, который зарабатывает, который развивает экономику в Соединенных Штатах, то вы можете всегда получить возможность получить резидентство и жить в Штатах без каких-то проблем. В общем, это вопрос абсолютно решаемый, мне это нравится. То есть Америка на самом деле достаточно открытая страна для иммиграции, для деловой иммиграции. Это решается довольно просто. Да, здесь есть недостаток миграционной службы, то, что у нас очень медленно, ужасно медленно, отвратительно медленно, я бы сказал, работает иммиграционная служба, что всех бесит, потому что то, что можно сделать, можно было бы сделать за месяц, они делают за год, потому что это довольно странно, они умудряются стать убыточными, хотя за свои услуги, там, за каждую, грубо говоря, там, application, за каждое заявление, за каждую какую-то операцию ты платишь деньги. В принципе, деньги приличные, то есть как можно умудриться вести настолько неэффективно деятельность целой огромной миграционной службы, которая зарабатывает кучу денег, мне непонятно, но я как бы не работаю в области государственного какого-то управления, поэтому, может быть, я чего-то не знаю. Но работают они действительно крайне медленно, крайне неэффективно, что печально. И мне это не нравится. Ну да ладно.